Я вас категорически приветствую. Малолетние дебилы. Это малолетние дебилы. Ну что же, в 2018 году студия White Fox, подарившая нам Врата Штейна, Re:Zero, и множество других достаточно известных тайтлов, выпустила адаптацию манги Goblin Slayer, или по-славянски «Убийца гоблинов, мать их за ногу!». Сей тайтл в свое время стал без преувеличения хитом сезона. Очень странная популярность вынесла его даже за пределы аниме-комьюнити. Да что уж там говорить, тайтл был на слуху уже после первой серии. Но потом рейтинг у Goblin Slayer резко упал, и его начали сильно критиковать. Что же могло пойти не так? Но перед началом осмелюсь кинуть небольшой спойлер. Нет, Goblin Slayer это вполне смотрибельный тайтл из категории «под пивко пойдет». Поэтому если он вам вдруг понравился, то не надо в комментариях устраивать бунт. So you still with Rick, huh? Still here. You in there? Yeah, just knock. Действие сериала берет свое начало в фэнтезийном мире, который немного, но все же отдает некой РПГшностью. Ну вы знаете, эти азиаты. Сюжет же начинается со вступления безымянной жрицы в местную гильдию авантюристов. Класс, жрица, все правильно. Да, я достигла совершеннолетия и решила, что буду помогать авантюристам. Так, товарищ майор, не надо на меня так смотреть. В реалиях этого мира 15 лет есть совершеннолетие, по достижению которого можно вступать в гильдии. Ага. Бутылку убрал? По вступлению в гильдию жрица выходит, что мусорнулась и получает местные погоны, после чего к ней тут же подкатывает одна жутко самоуверенная компашка таких же новичков. Если немного подождете, придут и другие авантюристы. Против каких-то гоблинов и нас 4 с головой хватит. Чёртовы гоблины! Да как вы посмели! Сюда! Я, конечно, не то чтобы придираюсь к чарт-дизайну второстепенных персонажей, но... А хули так клишировано? Я понял, что вы кости под РПГ, но вот такие вот костюмчики ведьм смотрятся как минимум нелепо. А, еще тут есть отсылка на Гатса из Берсерка, но в тайтле с такой 3D-графикой это отсылка как серпом по яйцам. Может, лучше вернемся и подготовимся? Вообще-то эти гоблины совсем мелкие, размером с детей. Самые слабые монстры в мире. Такие уверенные в себе односерийные персонажи. Даже не знаю, чем это может закончиться. Суммарно, в первой серии нам демонстрируют один из основных инструментов тайтла, а именно его жестокость. Такие сцены с изнасилованиями, кровищей и расчлененкой будут встречаться очень часто. Тема крайне жестокого изнасилования так вообще является главным акцентом в сериале. Сорян, ребята, YouTube за такие сцены выдаст бан! Но мыслю вы уловили, дрочить не стоит. Простите. 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 Первый готов. В результате вся компашка жестко опиздюливается, а жрица решает, так сказать, охладить ситуацию. Стоять, это комедийная полиция! Ваши шутки слишком тупые! Я не вернусь в тюрьму! Простите, а кто вы такой?
перечисли мне, кого ты здесь видишь, а? Поехавший. Далее Гоблин Слеер берет под ручку жрицу и начинает разбирать по частям их просчеты, как бы показывая зрителю, какой он клевый, подтверждая слова действиями, само собой. Общий экшончик, особенно в пределах узкой пещеры, показан в серии добротно. Все инструменты некого триллера хорошо играют на контрасте с миловидными аниме-девочками. Убери бутылку, мать твою! Коротко говоря, к первой серии претензий особых нет. Тем более, это только начало, которое преподносит сериал новоиспеченному зрителю как жестокий экшен с элементами триллера и щепоткой нуара. Я подозреваю, что сериал именно за счет этой атмосферы и сыскал такую популярность в сезоне, особенно на фоне кучи однотипных тайтлов с японскими школьниками. А, еще тут есть Рок! Нет. Похоже, они и представить не могли, что сами окажутся в западне. Под конец боя в пещере Гоблин Слеер, разумеется, берет и начинает ебашить голых баб и маленьких детей, сжигать живьем долбаных гоблинов, потому что, блять, может, потому что Рок, потому что нахуй тупых инфантилов вместо главных героев, нахуй этих овощей, бери, еби, ломай, беги, сатана! Здравствуйте, убийца гоблинов. Я купила доспехи, как вы и велели. Ясно. А вы опять... За гоблинами. Пойдешь? Дай-ка подумать. Буквально вчера ее первых же товарищей убили и расчленили. Некоторых изнасиловали, потом она обоссалась под себя, а после ты облил ее чьей-то кровью и заставил смотреть, как ты убиваешь детей. Погнали еще раз! Congratulations. You're officially part of the band. Welcome to the club, buddy. Итого, сериал уже себя хорошо показал. Убогая 3D-графика даже не испортила экшена, а все благодаря динамике и жестокости сцен серии. Плюс главный герой предстает перед зрителем как в меру харизматичный, прямолинейный и черствый боец, а не малолетний сопляк. Что, само собой, только притягивает большую часть аудитории. Потому что такое может не понравиться только опущенным пидорам! Далее нас кидают в небольшой флешбэк главного героя, где он срывается на свою подругу буквально из-за того, что... Я отправляюсь в город. Помогу принять роды у коровы на дядюшкиной ферме. Я поеду совсем одна. Поезжай хоть в город, хоть на край света. Почему ты злишься? Я не злюсь. А почему едет он, а не я? И еще из этой сцены можно узнать, что Гоблин Слеер примерно одного возраста с его подругой детства. И нет, в этом тайтле ни у кого, сука, нет имен. Нет, серьезно, вот ни у кого нет имен. Просто обывательский вопрос. Что? Посему, да, мне придется ссылаться на героя в манере, тот самый, вы, короче, поняли. Oh my. Также для акцентирования внимания зрителя на неком профессионализме подхода к делу Гоблин Слеера нам показывают его рутинную жизнь в виде каждодневных проверок на наличие следов монстров около фермы и его дома, где он, собственно, и живет вместе с той самой безымянной подругой детства. Да и общий подход к работе авантюриста у главного героя очень схож по своей идее с методами ведьмаков, что не раз проявит себя в сериале. Че вылупился, сука? Никогда не видел, чтобы завтракали в броне? Try me, bitch. После нас погружают в небольшой ликбез по жизни гоблинов в виде теста для жрицы. Тут нам объясняют все, вплоть до деталей таймингов нападений. За что я бы накинул лишние баллы сериалу, ибо чувствуется, что какая-никакая проработка мира все же имела место быть. Вот как? Не понимаете? Он сказал, что около месяца назад нашел товарища. Так это девушка? Запомни, юный комсомол, товарищ это унисекс. В ходе нападения нам раскрывают мотивацию главного героя к убийству гоблинов.
Почему я только на этапе озвучки понимаю, как тупо это звучит? Дело в том, что Гоблин Слеер, будучи ребенком, пережил нападение гоблинов на его деревню и в свои малые годы лицезрел, как его же семью насилуют и убивают, а его родной дом сгорает дотла. После этого он и решил посвятить свою жизнь убийству гоблинов, чтобы спасти других людей от той же участи. За 1 минуту зритель сразу понял мотивацию героя, его предысторию и личную драму. Сука, каждый раз я ругал говнотайтлы за отсутствие мотивации, на что слышал: ты просто придираешься. Но им 1 минута всего потребовалось, чтобы герой чувствовался живым, а не действовал по велению сценаристов подобно мешку с костями. Это для любителей затирать мне, что мотивация и раскрытие героев не нужно. Да, это не обязательно, но только тогда, когда сюжет построен на других вещах и не делает строгого акцента на героях. Молодые люди, метящие в авантюристы, и авантюристы фарфорового ранга уверенно заявляют: да я уже прогонял гоблинов, приходивших в деревню. Но деревенские гордецы отгоняют лишь гоблинов, которые сбежали из сожженных гнезд. Опиздюливая очередную стаю гоблачей, нам показывают очень странную сцену с... Лютик, блядь, ну хорошо, ну прости. С Бардом, который слагал песню об убийце гоблинов, благодаря чему одна группа авантюристов смогла выйти на него. Хотя Гоблин Слеер вообще-то считается ложком, который убивает одних лишь гоблинов в своей собственной гильдии. Но, да ладно, может эту популярность чем-то оправдать. Нет, Гоблин Слеер не инстаграм-модель, убери нахер это дерьмо с экрана. Орк-Болк, мне сказали, что он здесь. Может, это авантюрист? Тут никто не понимает язык длинноухих. Ладно, ну и как мне тогда его назвать? Разумеется, бродорез. Простите, авантюриста с таким именем нет. Да уж, дворфы бесполезны. Упертые твердолобые, думают, что везде и во всем правы. Ты чё, скотина, совсем берега попутала? Я знал, что у вас, блядских эльфов, нет чести, нет уважения, нет пива. Но чтобы ты, доска длинноухая, что-то там пиздела про дворфов, да я тебе секирой из вагины крест сделаю, чтоб в тебе хоть что-то святое было. По ходу дела, эта команда таки находит нашего главного героя и по-тихому уводит его от жрицы, дабы завербовать на одно из заданий. Эй, слушай, не хочешь присоединиться к нам? Нет, спасибо за предложение, но у меня уже есть спутник. Он серебряного ранга, но убивает лишь гоблинов. Ребята... О, это что там такое? Не могу разглядеть. Ну, выглядит как сюжет. Нет, это обычная шлюха. Блин, точно, сорян, пацаны, все время путаю. Ты что делаешь, дурак что ли? Думаю, ты знаешь, что около столицы стало больше демонов. Не знаю. Это произошло из-за возрождения короля демонов. Ясно. Вот мы и пришли попросить тебя о помощи. Найдите другого. Мне нужны лишь гоблины. Армия демонов приближается! Ты понимаешь, что на кону стоит судьба всего мира? Да, понимаю. Угроза миру — не повод игнорировать гоблинов. Лично мне. После нравоучений от местной шаболды и небольшого ликбеза про назревающую войну между демонами и остальными расами, Dream Team таки уговаривает убийцу гоблинов помочь им хотя бы избавиться от крупного гнезда гоблинов на эльфийских землях. Благо нам объясняют, что мобилизация армии для устранения гоблинов невозможна, ибо другие расы могут заподозрить военное вторжение. Видимо, одного отряда солдат хватит, чтобы все подумали об угрозе войны. Отличное пояснение, спасибо хотя бы на этом. Поверх всего добавляется тот факт, что каждый авантюрист был послан от своего рода, и, соответственно, команде не хватает человека, дабы не позорить людскую расу. Что за расисты? 70 лимонов долларов они могут подобрать черную группу. Стыд! Просто стыд. Регистраторша! Гендер-гэпы? Мое, бля, почтение! После такого можно ждать очередную серию роликов про то, как феминистки губят аниме. Но на этот раз вместо рандомных твитов, как серьезный аргумент, будут использовать русский дубляж.
Потом происходит очень странная истерика жрицы по поводу самоличного ухода главного героя на задание. Типа она в него влюбилась после того спасения в пещере, плюс он ее натаскал в теории и практике, ну и поверх она прониклась его кусторями. Окей, допустим. И в результате они все вместе ковыляют на задание. Распевая всякое, через шлем в том числе, ну знаете, тупые рыцари, Dream Team начинает затирать за гоблинов, как они появляются и где живут. При этом у каждой расы эта версия варьируется, но все же удерживается в рамках «будешь плохо себя вести, станешь гоблином», что непрозрачно намекает на фольклорное происхождение этих самых существ в мире тайтла. Куда ты стреляешь? И по ходу исследования пещеры Dream Team набредает на очередную изнасилованную и изрезанную девушку. Так вот что означает выебать до смерти. После чего Гоблин Slayer изобретает тактику-галактику, комбинируя магию жрецов и дворфов. Сука, я как будто пересказываю геймплей Варкрафта, и те добивают уже усыпленных гоблинов всем, что под руку попадется. Вы знали, что это наша крепость, вот и ворвались. Чего? Так ты не гоблин? А? Это же Огр! Чудовище, что ест людей! Не слышал? Нет. Далее в попытках наебашить орку ГГ также получает в чайник и испытывает на себе эффекты паленой водки. Ничего, не вижу. Что происходит? Но тем не менее, у него хватает сил использовать свиток заклинания портала и тактично. Гоблин Slayer открывает маленький портал с морского дна, дабы вода под сильным напором просто расхренебенила орка в щи. Итак, что ты там говорил? И угадайте, что будет происходить в следующей серии? Правильно, он пойдет убивать гоблинов. И после, и во всех остальных сериях он просто убивает гоблинов. Уху! Как же это будет, блять, интересно! Убийца гоблинов! Гоблины? Нет, не гоблины. Постойте, не уходите вы! Но на этот раз его призывают не в очередную деревушку, а прямиком к некой Деве Меча, которая служит самому богу. Православненько. Гоблин Slayer, в свою очередь, берет под ручку всю интернациональную компашку, но те в ответ выкатывают собственные требования. Короче, не хотят возиться в дерьме. Неженки. Человек, обеспечивающий соблюдение закона на западной границе. Архиепископ, любимый верховным богом, уничтожившая короля демонов 10 лет назад. Вот кто такая Дева Меча. Что? А? Вы кто? А ты чё, в глаза долбишь? Ты с такие шутки попадешь в ад. Да я знаю. Это началось месяц назад. Поздно вечером храм дал поручение девушке Акалиту, а следующим утром ее труп обнаружили в переулке. Тогда один из авантюристов увидел небольшое существо, напавшее на женщину, и зарезал его. Этим маленьким существом был... Гоблин? Гоблины любят скрываться под землей. Раньше на этом месте стоял другой город. На месте гоблинов я бы там и обосновался. Однако, почему вы не поручите уничтожение гоблинов ополчению или солдатам? Просто... Вам сказали, что нет смысла задействовать солдат против каких-то гоблинов? То есть гвардия, выполняющая функцию полиции, то есть защиту граждан внутри государства, отказывается осуществлять эту защиту просто потому, что они слишком крутые для гоблинов. Чего? Ладно, видимо, это никого не интересует, посему Dream Team сразу отправляется покорять местные стоки. Враг близко. Бородорез, лови!
гоблины! На Корабли! О, братья мои! Гномы! Работать пора! Чего? Опять работа? Каменный взрыв! Дело сделано. Но абордаж прерывается нападением белого аллигатора. Что это такое вообще? Которого натравливают на другие корабли, прибывшие на звуки битвы. А каким образом 3 корабля могут уместиться в сточных водах? Что за бред происходит на экране? Но если они расплодились естественным путем, то почему они не знали про этого... Как там его? Болотного дракона? Верно. Толпы гоблинов из подземелья расплодились не сами по себе. К этому делу кто-то определенно приложил свою руку. Поступив по-умному, Гоблин Слеер подготавливается к возвращению в ту канализацию и берет с собой канарейку, поскольку она может чувствовать ядовитые газы, а также смесь для бетона с повязками. И так, в принципе, происходит подготовка к каждой битве путем изучения ситуации и подбора нужных инструментов. Как я и говорил, концепция схожа с методами ведьмаков, только кое-что смазать забыл. Ща мы тоже смажем! В смысле меч! А если не завалишь свой ебальник, то смазывать тебе придется в другом месте! После герои натыкаются на засаду в газовой камере. Тупые швайны. Но успешно заделывают дыры, по которым поступал ядовитый газ. Реакция не заставила себя долго ждать. Не сдерживайся! Так точно! Убийца гоблинов! Оргол! Что? Его вырубили? Смотри внимательно, гоблин! Скажите прямо, со мной все? Кранты? Дело дрянь? Ничего страшного, подлатаем. Сам не заметишь, как встанешь на ноги. Не переживай. И такое тоже случается. Сука, как же бесит эти чертовы туберкулезники, тьфу, блять. К тому же нам накатывают флешбэк Гоблин Слеера с его типа тренировок, где в него кидает камни какая-то крыса, унижая его за бездействие в день нападения на его деревню. И... Сплинтер, какого хера? Ладно, опустим момент с загадками про 2 стула. Пожалуйста, я заплачу, товарищ майор! В этой серии сценарист, видимо, ожил и такой: ой, точно, нам же нужна экспозиция, драма, ща, все будет, Короче, Деву Меча изнасиловали гоблины, живите с этим. Знаешь, люди, женщины очень слабы. То есть она как бы разделяет люди и женщины. Не, мне точно за такой страйк. Мы не одобряем. Мы не одобряем насилие, мы против этого. Мы не одобряем дискриминацию женщин. И мы против этого, как его, гомосексуализм. Бля, по-другому нужно. Пидорасы мы, короче. И дальше начинается просто феерический пиздец. Дева Меча затирает ГГ про свой износ, ибо она, будучи такой храброй бой-бабой, не может забыть тот день. Потом непрозрачно намекает Гоблин Слееру на секс и сваливает.
Признаюсь честно, более постной херни даже я бы не смог выдумать. Не, ну то есть серьезно, если ее изнасиловали до того, как она стала мудохаться с демонами, то как она вообще нашла в себе силы идти в бой против куда более серьезных противников, чем какие-то там гоблины? Или если ее изнасиловали после, то как она, убивая демонов, не смогла дать отпор простым гоблинам? Или, ой, сука, что, охуеть драма? Ничего не поясняют, кто, что, куда и зачем. Просто швырнули очередное изнасилование в лицо и сиськи. Хавай, это зритель, хавай. Причем всю эту кашу можно исправить, введя лишь толику лора. Но нет, авторы решили гнаться за архетипами персонажей. Как я без этого сериал смотрел, куда деваться? А что, если она не смогла просто так оставить свой износ и поэтому решила пиздиться с демонами? Так вот, господа критики, когда вы выдаете аргументы в виде целой сцены, которую надумали себе сами, это не аргумент, а сочинение из башки. Не мои проблемы, если авторы не могут пояснить за свое творение сами. И это даже не какая-то киношная условность, которую можно простить. Это целая личность, которая влияет на сюжет. Хотя перед этим вам стоит привести в порядок снаряжение. Чешуйчатый, ну ты дурак. Сначала нужно поесть. Четкая цитата, бродяга, ставлю класс. Ладно, потом пожрем. Под конец Dream Team убивает демонический глаз, который охранял некий артефакт для перехода между мирами, откуда гоблины и попали в эту канализацию. Вали в детский сад свои фокусы детям на утренниках показывать. Найди ребенка и пугай своей магией его. Кстати говоря, Дева Меча по ходу дела сама поставила это зеркало в стоки и посоветовала продать его за кругленькую сумму. Но ему было настолько поебать, что он залил бетоном древний артефакт, стоящий колоссальных денег. Потому что Ерок. И да, в этом сериале каждое существо женского пола будет истекать Ниагарой от одного лишь вида главного героя. Эх, классика. Я знала о происходящем под землей. И догадывалась, что они планируют отомстить мне. Я героиня, что зовется Девой Меча. Разве могла я молить о спасении от гоблинов? Я лишь хотела, чтобы меня поняли. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Хорошо хотя бы, что на этих отношениях сюжет не строится. Но у нас тут типа конфликт целых миров, так что не критично. Возможно, до них только к 9-й серии доперло, какой пустой по сути этот сериал. Но это не повод делать драму на всю серию, основывая ее на неоправданном и необоснованном бреде про изнасилование местного архиепископа. Что ты сделаешь со мной? Я б тебя дубиной ёбнул. Это не ко мне, сорян. Кстати, Дева Меча, видимо, сама распотрошила тот труп и оставила как приманку. Я эту сцену раза 4 пересмотрел, все равно ни хера не понял, что с субтитрами, что без, какой-то жеванный бред. От чего тебя спасать, если он уже убил тех гоблинов? Что он должен понять? Твой износ? Так он видел такое и не раз. Почему от мести гоблинов не могла сберечь Королевская гвардия, о которой не раз за серию упоминалось? Причем тут, блять, вообще это зеркало? Как оно связано с тем, чтобы, цитирую, понять тебя? Главное упасть на колени и разрыдаться с криками «Я тебя люблю! Я знал у тебя 2 минуты, но я тебя люблю!» Круто? Чё, пацаны, уже заценили? Ну тогда мы идем дальше. Да, в этот раз король гоблинов, о боже, решает покуситься на их ферму, чтобы после перейти в наступление на город. И при всем желании Гоблин Слеер не сможет убить такую орду в чистом поле. Но баба в очередной раз все испортила и заставила нашего пацана идти просить помощи у гильдии. Есть просьба. Убийцы гоблинов о чем-то просят? Приближается стая гоблинов. Они нападут на ферму около города. А значит, гоблинов больше 100. Сотни? Сотни гоблинов? Да быть не может. Мне нужна ваша помощь, прошу. Это гильдия авантюристов, и мы авантюристы.
Никто не обязан тебя слушать. Нам нужно задание и награда, понял? Ну тогда предлагай. Сколько ты дашь нам за 100 гоблинов? Все. Что? Наградой будет все, что у меня есть. Свое снаряжение, имущество, навыки, время, а также... Жизнь? Верно. Да кому сдалась твоя жизнь, придурок? С тебя кружка выпивки. Что молчишь? Я назвал цену. Радуйся, заказчик. Господа! Гильдия тоже предлагает задание. За каждого убитого гоблина мы заплатим 1 золотой. Это ваш шанс. Вы серьезно? 1 золотой за гоблина? Вы точно не против? Весть принес серебряный авантюрист. Никаких проблем. Ух ты, то есть теперь они будут пиздиться с 100 гоблинов за еду и пивас в местном баре. Чувствуете? Духовные скрепы-то работают. А ну, чики-брики, в дамке! Ща мы вам, арабы недоделанные! Херач их, пацаны! Бычара, ты труп, Быра, обходи эту шелупой! И нам рожу, пацаны! Уберите это буру от меня! Пацанов валят! Заходи, в воду заходи! Мочат нас! Вали его! Вали, петушар! Финальная битва, кстати, тоже придерживается особой тактики главного героя, но... Волков-то вы зачем убили, суки? Они же в цирке не выступают! Как вас людьми после этого можно назвать? Ну и еще они используют живые тела изнасилованных женщин как щиты. Мне стоит вообще говорить, насколько тема изнасилований в этом сериале способна вас заебать. Да у тебя просто нормального изнасилования не было, вот тебя и бесит. Окей. А пока вся гильдия рубится с гоблинами, наш главный герой уничтожал их гнездо, дабы встретить самого лорда гоблинов на пути отхода. К удивлению, он не то чтобы хорошо справляется, поэтому... Жрица просто стояла и палила, как гоблин-слеера, которого она вроде как любит, долбит об землю где-то с пару минут. Это тоже, кстати, был секретный план, дабы заманить лорда в магические щиты. Я вернусь в лес и буду жить, никого не беспокоя. Да черта с два. Лорд, идиотизм. Вот и я убил одного. Убийца гоблинов! Ну и после все дружно накидываются в сопли, получают свои шекели, и Гоблин-слеер впервые показывает зрителю свое лицо. Что? Орк-Болк снял шлем! Нечестно! Даже я не видела его лицо! Да это же облик настоящего воина. Вот он, наш бродорез, выглядит впечатляюще. Эй, да подвинься уже! Это будет непривычно для моего постоянного зрителя, но начнем, пожалуй, с того, что действительно хорошо или неплохо сделано в Гоблин-слеере, на мой обывательский взгляд, само собой. Во-первых, это, пожалуй, главный герой. Да, он очень сильно привлекает зрителя, хоть это исключительно из-за контраста сезона. Гоблин-слеер харизматичный, черствый и мужественный боец. То есть он раскрывается зрителю таким, каким и должен быть приписанный ему образ. Плюс у него есть своя история и свои мотивы к действию, из-за чего персонаж не кажется пустым и деревянным, какими и являлись большинство из тех тайтлов, которые я обозревал. Деревянные персонажи зачастую портят весь просмотр, поэтому я так ругаю тайтлы за пустышек в виде главных героев. Далее можно похвалить и экшен Гоблин-слеера. Да, есть убогая 3D-графика, которая присутствует в половине сцен, но кое-где она даже незаметна. Я не берусь судить студию, ибо не знаю их финансового положения. Но это смотрится убого, особенно на контрасте с остальными, уже нарисованными персонажами. В принципе, можно сделать скидку из-за крайне высокой детализации главного героя.
Тем не менее, мне понравились драки с гоблинами. Они не особо разнообразны или изобретательны, но благодаря общей динамике поставленных сцен и их, скажем так, откровенностью в плане жестокости, драки ощущаются более натуральными. Во всяком случае, мне было не скучно. Жестокость тайтла и Rock тоже могу выделить как плюсы картины. Хули нам, панкам, так сказать. Да и диалоги тоже достойны похвалы. Да, диалоги хорошие, потому что персонажи чаще всего не говорят о конкретных вещах. Они просто разговаривают о всякой херне. И именно это помогает делать образ героев живым, потому что зритель способен наблюдать их эмоции, их взгляды на жизнь, как они спорят, веселятся или бухают. Эти посиделки реально было интересно слушать. За их срачами друг с другом реально было смешно наблюдать. Все это до такой степени просто. Плюс иногда встречаются действительно забавные сценки с персонажами. Эй, постой! Ты что делаешь? Они чувствительны к запахам. Нет уж, прошу, остановите его! Ты привыкнешь. Ну и третье — это повествование. Как я и говорил, в этом сериале основной конфликт завязан хоть и на главном герое, но предстает перед нами как конфликт двух миров. Миром чудовищ и миром людей, эльфов, дворфов и так далее. Конфликт не то чтобы раскрыт, но он не раздражает зрителя. Все показано в меру и не смещает внимания на конкретных героев, кроме ГГ само собой, но на нем ведь все действие и завязано. Плюс сама история подается ненапряжно и умеренно развивает события в строгом порядке. Ну а теперь почему же Goblin Slayer это постный кусок говна? Давайте начнем. Во-первых, охуительное разнообразие. Из серии в серию происходит одно и то же. Ну вот сука, одно и то же. Он просто убивает гоблинов. В пещере, в тоннелях, в канализации, в подземном городе, в чистом поле, неважно. Это все, что происходит в сериале. Да, сериал на фоне остального дерьма не так уж и плох. Возможно, у меня уже вкус испортился, но тем не менее. Даже если мы принимаем во внимание коммерцию, хотя хуй это не аргумент на качество продукта. Даже с точки зрения коммерции сериал ужасен. Да, у вас есть крутая, триллерная и жестокая первая серия. Да, заманили аудиторию. Дальше что? Чем вы ее удерживать собрались? Однотипными сериями? Ну, удачи, что тут сказать. Во-вторых, я не видел больших проебов с экспозицией, чем тут. Смотрите. Весь сериал нам говорят, какой Goblin Slayer клевый и популярный авантюрист. О нем слагают баллады, о нем ходят легенды, о нем знают даже величайшие платиновые герои, которые убили владыку демонов. О нем знает архиепископ Дева Меча. Его популярность — это прямой и основной двигатель сюжета во всем сериале. Но, а почему он такой популярный, никто не задумывался? Я ни на что не намекаю, но... Это он! Чудак, берущий лишь задание на уничтожение гоблинов. Посмотрите, в жизни не видел такого грязного снаряжения. Да даже у нас экипировка получше. Прекратите. Наверняка он новичок, как и мы. Обидится, если услышит. У него серебряный ранг, как и у нас. Специалист по мелюзге. С рыбкой покрупнее не справится. Нынче высокий ранг выдают кому попало. Круто! То есть молодой авантюрист, которого все без исключения называют ложком, ибо он убивает простых гоблинов, которого вообще порой принимают за новичка из-за его экипировки, он при всем этом популярен. Как? И это писос? Это серьезный косяк. Популярность, которая граничит с тем, что его обсмеивают в его же гильдии. Напоминаю, что эта огласка о похождениях убийцы гоблинов присутствует в большинстве серий. Поверх этого накладывается то, что в сериале неоднократно говорят, что гоблины по уровню сложности сравнимы с крысами, и за них ни хрена денег даже не дают. Только новенькие авантюристы берутся за такие задания. Так отчего же Goblin Slayer удостоился баллад? За убийство лоховских монстров или все же потому, что так захотели авторы? Но он же клевый! Против каких-то гоблинов и нас четверых с головой хватит. Вроде говорил, что за уничтожение гоблинов никто не берется и торопиться некуда, а? Специалист по мелюзге. Вообще-то эти гоблины совсем мелкие размером с детей. Самые слабые монстры в мире.
Так мало того, каждая раса называет главного героя по-разному, то есть у них присутствуют разные интерпретации его имени в разных культурах и языках, и эти имена также всплывают чуть ли не каждую серию. Как это можно было не заметить, я не понимаю, это ж такой неперевариваемый бред. Сирич, Орк-Болк и Бродорез – прозвище сего господина. Я не могу похвастаться глубоким знанием языка людей, но это значит убивец гоблинов. Убийца Это же Бродорез! Орк-Болк! Убивец гоблинов. Дайте мне Я сказать! убийца гоблинов. Тогда я и услышала песню о храбреце с пограничья, убийце гоблинов. Какую еще песню? Чего? Ты не знаешь? Орк-Болк, про тебя сложили балладу. Идем далее. Почему у персонажей нет имен? Я даже не знаю, это косяк или нет, как это вообще можно воспринимать? Вот вам было нормально слушать обзор, где на героев ссылаются как это эльфийка, дворф, этот самый Гоблин Слеер. Авторы их, видимо, так и прописывали. Третий пункт. Изнасилование, жестокость и прочее. Авторы вообще не смогли этим воспользоваться. Из носа нам пихают так часто, что они просто приедаются к концу сериала. Да, в первой серии было по-настоящему эффектно, но не так же часто. Это не тот инструмент, который можно бесконечно использовать. Хотя, признаюсь, эта тема очень щепетильная и кое-как играет на чувствах зрителя. Да, то есть по сути мертвые бабы оживляют картину. Чего я вообще не понял, это внедрение персонажей и какого-то лора. В некоторых сериях нам затирают за каких-то богов, которые кидали кости и сделали мир с людьми, эльфами и прочим зоопарком. И это 3-4 сцены, дай бог, на 15 секунд. Зачем они нужны? Что они нам должны сказать? Вообще тема бросания костей не раз поднимается в сериале. Как я понял, это означает, что жрица и Гоблин Слеер как-то связаны. Нет, это не поясняют никак, абсолютно, даже намеков нет. Я сам предположил это, исходя из опенинга, блять! Зачем внедрять эти потуги в лор мира аниме, если они не оправданы и по сути своей абсолютно, целиком и полностью бесполезны? Или внедрение персонажей, ой, как же я любил эти вбросы. Вот авторы просто вкинули, что вот она связана с ним, а еще вот этот связан с этим, чем, да так, каким-то случаем, про который мы мельком скажем, а вот еще есть эта компашка. Они тоже кто-то, на сюжет они тоже не влияют вообще, но мы их вкинем. Чё за пиздец? Зачем нужны эти вбросы? Они портят все своим присутствием. Зрителю как будто другой сериал пытаются подсунуть, а потом, опа, так у нас же про другое. Все, возвращаем. И следующая сцена уже возвращает нас в сериал. То есть вы чувствуете, сколько вещей в этом сериале происходит просто так, чтобы было. Отличное отношение к зрителю на самом деле. Хотя мне больше понравилась та компашка из основы сериала. Мы были посланы как представители каждой расы, мы должны убить владыку демонов, война назревает, весь мир под угрозой. Нет. В смысле, ну окей, а гоблинов пиздить пойдешь? Аго. Спустя несколько серий... Слушай, ходит слух, что герой одолела короля демонов. Это правда? Да, самое настоящее. Так его уже убили. А вас тогда зачем послали? То есть, ой, сука, вы пришли к Гоблин Слееру только для того, чтобы убить владыку демонов. Потом благополучно про это забыли, но, дабы отвертеться от необоснованного внедрения в сюжет, во время жрачки сказали: владыка демонов, да похуй, он уже умер, сука. Подводя итоги, сериал не есть однозначно плохой или хороший. Он постный и дырявый. Смотреть на свой риск. Сериал крайне дешево сделан. Из-за той же детализации Гоблин Слеера вам частенько придется смотреть на 3D графику. Сюжет неинтересный, герои хоть и веселят, но на деле ни на что не влияют. Основной конфликт двух миров вроде и раскрыли, а лора не подвезли от слова совсем. Я на самом деле хочу возлагать надежды на сериал, ибо у него однозначно есть перспективы. Но не с таким подходом. В общем, ждем полнометражку Гоблин Слеера. Надеюсь, там-то люди подойдут с действительным желанием делать продукт. Ну а вам до скорых встреч. This is Batman. And Robin. With exclusive news for KHJ listeners. It's the Bat Phone Secret Number Contest presented by Boss Radio.